Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике с вами говорим про обновление HyperOS 2, о том, как разработчики уложились в те сроки, которые они обещали, и чего в принципе нам стоит с вами ожидать от будущих обновлений прошивки. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, как вы помните, вот этот сайт, он показывал нам с вами именно дорожную карту рассылки обновлений HyperOS 2. И последнее, чем тут в принципе информация датировалась, это вот рассылка с марта по июнь 2025 года для следующих аппаратов. Аппаратов в принципе было много, как вы понимаете, зоопарк в принципе устройств очень разнообразный, и разработчики, ну скажем так, не очень справились с задачей рассылки обновлений в указанные сроки. Но насколько мне известно, что вот последний аппарат из этого списка, который вы сейчас наблюдаете, получили то самое заветное обновление только до HyperOS 2. Все же остальные устройства по типу там именно смартфонов, планшетов и прочих аппаратов, которые поддерживают на глобальном рынке HyperOS 2, в целом они получили ну плюс-минус где-то там вовремя все, но опять же есть определенные вопросы к данному моменту. Опять же, если вам еще прошивка не пришла HyperOS 2 и ваше устройство есть вот в этом списке, то есть в описании я оставлю ссылку на этот сайт, продублирую, скажем так, то отпишитесь об этом в комментариях. Возможно, на сегодняшний день еще не для всех индексов есть прошивка, но будем верить в то, что разработчики в принципе этот момент устранят, если он есть. И в принципе дальше мы с вами будем переходить к тому, что рассматривать вопрос, а что же дальше у нас в плане обновлений. Но перед тем, как я перейду далее, хотел бы еще немного остановиться на таком интересном моменте. Очень много замечал в комментариях, что в YouTube, что у нас в Телеграме, многие путают Xiaomi 11 Lite 5G и 5G New Edition. То есть, если у вас смартфон Xiaomi 11 Lite 5G, он не получит обновление до HyperOS 2. Если же у вас, соответственно, NE, то есть New Edition, то он у вас получает обновление до HyperOS 2, и на этом, собственно, все. Что же, с такой базой мы с вами разобрались, теперь идем с вами далее. Сейчас разработчики начали рассылку таких крупных обновлений, как HyperOS 2.0.200, ну или же, как их называют, HyperOS 2.2. Опять же, на эту тему можно очень долго спорить, что как бы это не обновление 2.2, а может быть и наоборот это обновление 2.2, но суть не в этом. Суть в том, что разработчики пытаются улучшить ту базу под названием HyperOS 2, которую они выпускали еще в далеком 2024 году. Что оно имеет под собой место быть? Оно имеет место под собой быть всякие фиксы, всякого рода новые фишки. Об этом в принципе я уже рассказывал на канале и показывал, что нового добавилось. Из такого, что реально мне понравилось, это и возможность редактирования ярлыков на экране блокировки, ну и соответственно возможность редактирования строки состояния в плане ярлыков. Конечно, еще не хватает системы оптимизации, не хватает в некоторых моментах быстродействия, ну и то, на что, наверное, вы мне сейчас можете сказать и кинуть упрек, о чем я не рассказываю, это, конечно же, есть проблемы с автономностью. Именно первые сборки HyperOS 2, которые были там 2.0.2.0, 2.0.1.0 и так далее, они очень сильно страдали в плане автономки, и нужно выполнять было всякого рода оптимизации. Кстати, об этом в скором времени видеоролик также выйдет на канале. Кроме этого, еще также были моменты и по отзывчивости аппаратов. Разработчики пытаются всякими там правдами и неправдами данные моменты улучшить. Также и мы пытаемся это сделать с помощью публикации обновлений лаунчера как системной оболочки, так и POCO лаунчера. Потому если вам эта тема интересна, в описании оставлю ссылки на актуальные обновления для этих двух приложений. Установив их, также есть вероятность того, что ваше устройство станет себя лучше чувствовать, появится то самое быстродействие, чуть станет в принципе аппарат себя шустрее чувствовать, и вы будете им довольны. И теперь третий момент нашего сегодняшнего видео, это что же нас ожидает дальше. Поскольку HyperOS 2.2, ну или же давайте 2.0.200 начала рассылаться сейчас не на все аппараты сразу, то многие задаются вопросом, что же будет в будущем. В будущем, судя по слухам, нас ожидает HyperOS 2.3, ну соответственно 2.0, там 300.0.
Что оно под собой будет нести? Во-первых, как опять же говорят всякого рода инсайдеры, что будет у нас переход на Android 16. Опять же, не для всех устройств. Скорее всего, это будут Xiaomi 15, Xiaomi 14, возможно, Xiaomi 14T там, или T Pro будет также в этом всем деле задействован. Ну, грубо говоря, как бы есть определенные слухи на этом моменте, но поживем и увидим. Также в 2.3 нас ожидает еще там больше всяких фишек, которые сейчас на китайской прошивке тестируются. И после чего переход на HyperOS, скорее всего 3. Почему я говорю скорее всего 3? Потому что на сегодняшний день достоверных слухов нет о том, что компания хочет поменять нейминг HyperOS по типу того, как сделали iOS. То есть многие считают, что у нас будет HyperOS 26, хотя, опять же, из того, что мне на сегодняшний день известно, разработчики работают уже над HyperOS 3. И вроде бы как внутренние тесты начались начиная с мая месяца. Опять же, времени до выхода, в принципе, новой версии от компании Xiaomi прошивки остается не так много, то есть где-то они должны ее представить в начале октября, ну или ладно, давайте так, в течение октября месяца 2025 года, и потому особо им тут не разгуляться. В любом случае нас ожидают очень интересные такие мгновения подготовки новой версии прошивки, ну и плюс будем с вами смотреть то, что же разработчики нам сегодня смогут дать. Я честно ожидаю много всяких фиксов, изменений по тому, что есть на сегодняшний день. Хочется все и сразу, чтобы разработчики исправляли, но, как вы понимаете, это нереально. Хотя, опять же, если так подумать, в принципе в нашей жизни все реально, главное желание. Но тут, видимо, работает совершенно другой подход. И напоследок хотел бы еще затронуть такой момент, что делать, если вам не приходит обновление. Все достаточно просто. Есть несколько способов, как заставить всю эту историю заработать. Первый способ — это смена региона на, допустим, Марокко, Индонезия, Соединенные Штаты, Англия, Польша, Украина, ну и так далее. То есть вы можете с помощью региона таким образом поиграться и поймать то самое обновление. Второй же способ: вы можете с помощью подмены файла установить себе прошивку. Подмена файла на сегодняшний день работает, пробовал на примере своего Xiaomi 15, то есть все отлично переходит, и данный способ не закрыли. Ну и третий, соответственно, метод с помощью разблокировки загрузчика. Также на сегодняшний день есть актуальный метод, как это все дело провернуть. Это все в принципе устанавливается очень быстро, все быстро можно всякие разрешения получить, ну и соответственно через Mi Flash прошить то, что вас интересует. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.